Всем привет! Сегодня праздничный день, 31 декабря, и мы хотим поздравить каждого из вас, нашего подписчика, с Новым годом, а также, как всегда, быть вам полезными, и вы сегодня узнаете, как празднуют Новый год в Узбекистане, новогодние традиции и блюда. И поговорим о нашем канале, как и для чего мы создавали наш канал, какие выводы из всего этого мы сделали, какой получили опыт и сколько заработали, и что мы планируем дальше на следующий год. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Жителям Узбекистана повезло вдвойне. У них в стране наступление Нового года празднуют дважды. И если Навруз по древнеиранским традициям отмечается 21 марта, то европейский Новый год отмечается 31 декабря. Этот классический для всего постсоветского пространства праздник был привит республике во времена СССР. Так же, как и в России, на Новый год украшают елку. Обязательный пункт под елку поставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки, которых в Узбекистане зовут Карбабо и Карагис. Что примечательно, вместо оленей эти персонажи ездят на ослике. Новогодние каникулы длиной в 4 дня в Узбекистане проходят ярко и колоритно. Города подготавливают обширную праздничную программу мероприятий накануне торжества и в новогоднюю ночь. Рестораны и гостиницы предлагают посетить шоу-программы и вечеринки. Центром новогодних праздников, естественно, является столица страны – Ташкент. На центральной площади города Мустакелик устанавливается нарядная елка. Рядом разворачивается новогодняя ярмарка, и в новогоднюю ночь на площади собираются толпы людей в ожидании полуночного боя курантов и праздничного салюта. Кстати, мелкая пиротехника запрещена к продаже для безопасности местных жителей и их спокойствия. Отдых можно разнообразить культурной программой, в которую входят экскурсии по достопримечательностям столицы Узбекистана, либо же поездки по старым городам. Любителям зимних видов спорта рекомендуем посетить горнолыжные курорты Узбекистана. Наиболее популярные из них урочище Чимган и Бельдерсай, которые располагаются на северо-востоке от города Ташкента. Среди туристов популярны гастрономические туры, которые включают дегустации и мастер-классы по приготовлению национальных блюд, посещение винодельческих заводов и тому подобное. Богатый стол для жителей Узбекской республики – это всегда особый ритуал. А в Новый год это и вовсе основа основ. Праздничное меню нельзя представить без национальных блюд. Плов с бараниной или курицы, манты, лагман, долма, узбекские лепешки, нарын, холодец и салат оливье. Не забывают узбеки и о десертах. Например, халва, жим, густой фруктовый сок, пашме, мучная халва, чак-чак, мучные изделия в медовом сиропе, парварда, текучая карамель и орехи и сухофрукты. А также набирающая в последние годы новая фишка. Изюминкой стола становится арбуз в подаче карвинг с вырезанной шариками серединкой и наполненной ими же обратно, плюс дыней и прочими фруктами. Традиционные напитки – айран, щербет из граната, винограда или лепестков роз. Крепкие напитки – арок, водка из винограда или риса. У нас есть выпуск о кухне Узбекистана. Обязательно поставьте в очередь и посмотрите его. Вот ссылка справа в верхнем углу. Узбеки любят традиции для поддержания духа праздника. И вот основные из них. За несколько дней до праздника дети пишут письма Карбабо, просят подарки, а взамен обещают себя вести лучше, чем в прошлом году. Традиция поедания 12 виноградных ягод. Под каждый удар курантов узбекистанцы съедают по одной ягоде и загадывают желание. Того, кто успеет осуществить эту процедуру, ждет осуществление загаданного в наступившем году. В последние часы Нового года принято разбивать тарелки. Обычно это старая посуда. Узбеки верят, что таким образом они выбрасывают из своей жизни все плохое. А в Новом году их ждет только радость и счастье. Узбеки – один из самых дружных и гостеприимных народов. А в Новый год вы вовсе не найдете более приятной для празднования страны. Это наш первый Новый год в Узбекистане, и тем более он праздничен и интригующий. Теперь подведем итоги уходящего года в разрезе нашего канала. Мы решили попробовать себя на YouTube и посмотреть, интересно это или нет, сложно это или не сложно. Мы решили вести канал в течение 4 месяцев и сделать вывод в конце года. И вот этот момент настал. Этого времени было достаточно, чтобы ощутить на себе работу блогера. Она не так проста, как кажется со стороны обычному зрителю. Я теперь это оцениваю как работу, так как YouTube требует много сил, времени и навыков. Помимо того, требует финансовые вложения на оборудование и сопутствующие расходы. Оно, может быть, не было так сложно, если бы я не работал на основном месте работы, причем 6-дневку.
YouTube же я хотел вести в рамках хобби, а не заработка. И сейчас понимаю, что мы очень полезны нашим зрителям. И будет еще лучше со временем попробовать перевести работу с YouTube в основную сферу деятельности. Мы видим, что наш канал зашел хорошо, попав на волну тенденций и актуальных запросов. Мы очень доходчиво доносим материал до зрителей. Помогаем полезными советами, о которых почему-то не рассказывают другие блогеры. Мы смотрим других наших коллег-блогеров по Узбекистану и видим, что их каналы развиваются медленнее, а те блогеры, которые по числу подписчиков изначально были выше нас, имеют более низкую скорость набора подписчиков, что для нас тоже очень хороший показатель. Да, для нас это опыт, не все получается идеально, но сравнив первые и крайние выпуски, хорошо видно повышение итогового качества видео. Более подробная проработка над сюжетом, меньше ошибок, более качественный монтаж. Закадровая часть улучшений вам может быть даже незаметна. Наш второй выпуск про плюсы и минусы Узбекистана мы снимали целый день, изрядно измотавшись. Кстати, если вы его не видели, обязательно посмотрите. Ссылка на него, как всегда, в правом верхнем углу. Сейчас же на съемку одного выпуска на локации мы тратим не более 1,5 часов, записывая все практически с одного дубля. Я научился лучше говорить, лучше ловить позы в обрезке между дублями. Мы научились работать со светом, хоть и части основного оборудования у нас по-прежнему нет. Как ни странно, нет телесуфлера и софтбокса, но мы планируем их приобрести. Мы окунулись в блогерское комьюнити, и оно очень интересно своими творческими людьми. Мы попробовали выпускать по одному сюжету в неделю, задав себе жесткую планку. Далеко не каждый блогер работает в таком темпе, ходя при этом каждый день на основное место работы. А я напомню, что в Узбекистане я работаю 6-дневку до вечера. Поэтому в следующем году мы будем выпускать сюжеты чуть-чуть реже, но как минимум один сюжет раз в 2 недели. Не чаще. Задумываемся немного поменять формат сюжетов. Они будут состоять из нескольких блоков. Информационный, развлекательный, новостной, блок с инструкциями, может быть еще какой-то блок. Некий такой конструктор, как телепередача с разными программами. При этом, конечно, повысится качество сюжетов и их продолжительность. Посмотрим, будет ли так лучше. Возможно, попробуем. Мы не будем производить сюжеты в лютом аврале с постоянно горящим дедлайном. Это сильно изматывает, и я пока не имею столько свободного времени, чтобы окунуться в YouTube полностью. Мы хотели бы найти спонсоров для нашего канала, для рекламы спонсоров, но таких, чтобы они были полезны конкретно нашим зрителям. Не ставки на спорт, а реклама отелей, дач, курортов, транспортных компаний, жилищных риэлторов, ресторанов, туристических компаний и так далее. Может быть, местных производителей или сервисов услуг. Естественно, все услуги мы будем проверять на собственном опыте, чтобы быть уверенными в тех, кого мы рекламируем, и не подводить наших подписчиков. Хочу сказать, что мы в основном продержались и не опускали руки за счет вашей моральной поддержки, когда мы видели, что помогали переезжающим нашими советами и инструкциями. Да, были небольшие донаты, суммарно на 2000 рублей за весь этот период. И все. AdSense не дает возможности выводить деньги новым русским блогерам, а узбекистанских документов у меня пока еще нет. Если кому-то интересно, на монетизации с YouTube на AdSense за 4 месяца накопилось около $100. Самая лучшая и простая поддержка от вас – это лайк каждому видео. Хочется отметить, что рейтинг лайков наших видео от 93% до 99%. То есть самый худший выпуск, где процентное соотношение лайков к дизлайкам аж 93%. И 93% – это лайки. Это очень хороший показатель. У президента Белоруссии по бумажкам и то 80% голосов лайков. Да, нам, конечно, далеко до президента другой страны, который однажды набрал 146% голосов. Но мы обещаем стараться. Будем работать над каналом и улучшать его. Надеемся на сотрудничество со спонсорами. Будем стремиться к выходу на заработок с канала для того, чтобы иметь возможность полностью, без какой-либо дополнительной работы, посвятить себя каналу. Не быть привязанными к работе в Ташкенте. Проехать по всему Узбекистану и показать всю его красу и жизнь в каждом его уголке. Кстати, я обещал договориться со строителями и снять Ташкент с какой-нибудь из высоток, если наберу 5000 лайков под видео о бизнесе. Лайки под тем видео в таком количестве я не набрал, но все равно выполняю свое обещание. Давайте немножко отвлечемся. Хочу рассказать об этом месте, об этой локации, где мы сейчас снимаем. Мне оно сразу понравилось и показалось интересной для съемок. В советское время это здание было построено как экспериментальное, как вертикальная махаля. 5 или, по-моему, 6 секций, соединенные по 3 этажа, имеют внутренний общий двор. А вот эта крыша, это была как бы общая такая парковая зона, детская площадка, здесь есть бассейн, здесь есть какая-то башня, которая похожа на маяк, я так полагаю, что она в советское время изнутри освещалась.
Бассейн использовался, кстати, как резервный пожарный резервуар в случае пожара. Машина могла бы достать только до 9 этажа. Здесь шел сухотруб, который подключался, и пожарные шлангами были тушить квартиры. В данный момент здесь на крыше располагается одна организация, которая занимается организацией тренингов и тимбилдингов. Старший у нее Тимур. Организация, в которой я работаю, недавно проходила тимбилдинг у Тимура, и мы к нему попали на бизнес-тренинг. Итак, я узнал об этом месте. Если вы заинтересованы в проведении бизнес-тренингов для своих сотрудников, то вы можете обратиться к Тимуру. Все ссылки и контакты, как всегда, мы оставим внизу в описании. Мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. До него остались считанные часы. Мы только что успели закончить монтаж, выкладываем это видео. Хотим пожелать вам здоровья в наступающем Новом году. Обязательно мирного неба над головой. Что еще можно пожелать? Наверное, чтобы все ваши желания и цели исполнялись, чтобы 2023 год был не таким жестким, жестоким, как 2022, и чтобы уходящий год забрал все плохое вместе с собой. Не знаю, что еще. Хочется пожелать денег, короче, всем побольше. Мы чуть-чуть не набрали до 10 тысяч подписчиков в этом году, до Нового года. Давайте поможем нам набрать 10 тысяч, как мы мечтали. Мы перед собой ставим планы, хотим, чтобы тоже наши планы все сбывались. В следующем году мы хотим поездить по всему Узбекистану, быть независимыми от работы. Да, хочется помимо всяких инструкций, как оформить документы и тому подобное, еще и рассказать, как в целом другие города поживают, какая там культура, какие достопримечательности и так далее. Заехать в каждый уголок Узбекистана, показать всю его красоту, природу, показать людей, встретиться с какими-то нашими подписчиками здесь на месте. Вот, что еще. Надеюсь, что наши планы сбудутся. А для этого нужно, чтобы вы подписались на канал, поставили лайки, были нашими зрителями и всегда нас поддерживали. Да, и обязательно пишите комментарии, побольше классных и крутых и добрых комментариев. Вы можете также друг друга поздравить в комментариях с Новым годом. Ну, будем, наверное, заканчивать. Все, с Новым годом еще раз. Да, с Новым годом. И по-узбекски надо тоже сказать. Янги Юль Билан. Янги Юль Билан.